Всем привет! Меня зовут Вячеслав Юркин. Я приветствую вас на своем канале Хобби Столярка. Политика дзен-платформы такова, что какую-то пользу авторы испытывают только в том случае, если их видео или статьи просматривают или читают уже подписавшиеся зрители или читатели, подписчики. Поэтому, если мое видео или мои какие-то другие публикации показались вам полезными, пожалуйста, подпишитесь. Это поможет не потерять мой канал. Это поможет получить от меня какие-то новости. Ну, а в мою сторону я немножко заработаю денежек. Обязательно подпишитесь, лайкайте, комментируйте. Спасибо. Сегодня я занимаюсь лачкой своего изделия, долгожданного. Немножко все это затянулось у меня. Тут я еще чуть-чуть приболел, свалился со спиной. Ну, вроде дело пошло на поправку, поэтому как только выдался момент, случай, я сразу бегом сюда. В прошлый раз я уже нанес первый слой лака. Я лачу маленькие изделия уже в собранном виде. Вот. Ну, может быть, кому-то это не понравится, но возиться с маленькими изделиями совершенно не хочется. В больших изделиях это, на мой взгляд, как-то оправдано. В маленьких проще целиком все это покрасить, полачить. Многие интересуются составом лаков, составом красок. На моем канале уже есть темы, посвященные нанесению краски, лака, каких-то эффектов. Сама процедура лачки, сколько слоев нужно нанести. Знаете, думаю, что когда-то у меня был случай, когда достаточно было нанести всего один слой лака. Вот. Каждый раз количество этих слоев определяется ручками. Потрогайте, шершавый, не шершавый, поднялся ворс, не поднялся ворс. Посмотрите на свет, отблески, есть потеки, нет потеки. Есть необходимость что-то сошлифовать лишнее, я имею в виду потеки. Нет такой необходимости. И потом решайте, наносить следующий слой или нет. Но это общий совет. Если немножко конкретизировать, из чисто собственной практики могу сказать так. Зачастую процентах в 60, скажем так, достаточно на каркас 2 слоев. Или, скажем, на внутреннюю часть 2 слоев. А вот на лицевую часть, на фасадную часть, минимум 3. Чтобы качество удовлетворило самого себя, на каркас и на внутреннюю часть достаточно 2 слоя, на фасад минимум 3. Но в данном случае у каркаса лицевых частей тоже очень много, поэтому внутри я буду наносить 2 слоя лака, снаружи буду наносить 3 слоя лака, ну и на фасад 3. Если лачок чуть-чуть останется, не выбрасывать же, возможно, нанесу и 4. Но это в дальнейшем уже практически перед сборкой. Почему-то теперь я работаю очень медленно, поэтому история еще не скорая, по-видимому. Еще один момент, когда обыватель интересуется, вернее, когда до обывателя, до потребителя, до заказчика доносится информация, что, мол, вот здесь 3 слоя лака. Вот заказчик это понимает по-своему.
человек, который занимается столяркой, это понимает по-своему, совершенно по-другому. Что такое в понимании такого столяра нанесение лака? Это нанесение лака, сушка и промежуточная шлифовка. Промежуточная между нанесением первого слоя и последующего слоя. Каждый раз, хоббищики меня поймут, ручками нужно зашлифовать все поднявшиеся ворсинки. Нужно довести до ума все места, которые вас не устраивают по качеству лачки, по качеству нанесения лака. И если мы говорим 3 слоя, то между каждыми слоями, ручками, наждачечкой, вот такой абразивной губкой, вот таким приспособлением, самодельным приспособлением, каждый квадратный миллиметр шлифуем до тех пор, пока не понадобится, пока не понравится самому. Работа очень муторная. Рассказывать и показывать, как все это делается, в общем-то, смысла не имеет. Муторно и долго. Делать я буду это с помощью наждачной бумаги с зерном 320. К сожалению, у меня не нашлось наждачка на тканевой основе, только на бумажной. Она рвется. Хотя, в общем-то, работа здесь аккуратная и вряд ли порвется. Использовать я это буду ее и на такой вот типовой, стандартной, покупной подставке для наждачки. Ну и мой любимый пеноплекс. И пальчиками зажимаем. Все работает лучше, чем покупная. И там зерно 320. И, скажем так, вот этими вещами я обрабатываю плоскости. Когда дело касается рельефа или, скажем, плоскости, но брошированной, я еще добавляю вот такую абразивную губку. Я, честно говоря, не помню, с каким зерном именно вот этот экземпляр. Но думаю, что 120. Она немножко просевшая, уже старая. Куда-то мои новенькие делись. Вот. Приступим.
Я закончил шлифовать. Качество я всегда проверяю собственной рукой. Вкус у меня, думаю, что приличный. И требования мои, наверное, высокие. Ну, мне приятно было бы так думать. Поэтому руке я своей доверяю. Делаю как для себя. Ну, собственно говоря, и делаю для себя. Теперь это можно обеспылить и наносить следующий слой лака. Но можно и не очень тщательно обеспыливать. Та лаковая пыль, которая сейчас находится, которую я пока еще не смахнул рукой, она находится вот в этих ямочках, ну, от броширования. Вот. И там, где есть какой-то недостаток, когда я буду наносить еще один слой лака, этот недостаток тоже скроется. Ну, я не рекомендовал бы так всем поступать. Хотя, в общем-то, взять на вооружение такой способ можно. И, опять же, не претендую на авторство. Вот, наверняка этим кто-то уже пользуется. Осмотр. Сошлифовка ворса. Нанесение лака. Обеспыливание. Ну, без хронологии. Это все операции, которые заключаются под одним словом. Нанесение слоя лака. Очередного слоя лака. Ну и, собственно, теперь сама лачка. Работа